Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео, в котором мы полистаем раскраску «Мания ботаника». Как-то или год назад, или полгода назад я ее, конечно, листала, показывала раскрашенные иллюстрации, но за это время я еще что-то здесь раскрашивала, поэтому давайте полистаем. Меня вообще успокаивает, когда я листаю раскраски, и которые начаты, и которые не начаты, и люблю такие видео смотреть. А вот это не первая, но одна из первых раскрашенных мной иллюстраций. Тогда у меня были, мне кажется, карандаши из Ашана, но не вот этот мой любимый набор 50 цветов, а какой-то другой. Возможно, двусторонний. Ну, может быть, я так раскрашивала, а может быть, выцвела все это со временем. Не могу утверждать. А потом мы стали уже вместе с Оксаной красить эту раскраску. Она стояла в плане на месяц, но как-то так получилось, что она у нас ушла из планов, но, возможно, мы ее вернем. Просто иногда от раскрасок нужно отдыхать, чтобы потом снова раскрашивать именно с удовольствием, чтобы это был антистресс, а не стресс. Здесь все раскрашено акварелью. Здесь я еще добавила гелевых ручек немножко в качестве таких блесточек. Но я здесь вообще использую карандаши, акварель, гелевые ручки, маркеры, масляную пастель. Ну, имеется в виду не конкретно на этой иллюстрации, а так вообще. Вот здесь перламутровая акварель луч использована на рыбках. Смотрите, как они вообще классно блестят. Ну, а здесь просто акварель, скорее всего. Наверное, белые ночи. Могу ошибаться. Много чего здесь не раскрашено. А вот это как раз-таки, по-моему, самая первая или вторая по счету иллюстрация. Тоже были тогда карандаши. Вот как раз-таки двусторонние, наверное, ашановские. А может быть, еще, знаете, такие, которые пластиковые карандаши из Ашана. Может, они. Ну и все-таки, мне кажется, как-то выцветать стало. Ну вот, когда так смотришь, уже даже задумываешься о том, какую канцелярию использовать. Здесь вот у меня появились тогда маркеры Мазари, и я раскрасила тут на пробу иллюстрацию. Ну, в принципе, мне понравилось, получилось хорошо, ровно, аккуратно, но не знаю. Да, и, кстати, с обратной стороны посмотрите, как классно. Но в итоге я, по-моему, еще одну, может быть, раскрасила, ну, как-то так. Здесь акварель. Скорее всего, ну, не знаю, может быть, я здесь и в кюветках, конечно, использовала. Вот это масляная пастель Pentel, и тоже она как-то, то ли я тогда вот так красила, то ли что, не знаю, очень бледно. Акварель. Вот насчет канцелярии я уже даже не знаю. Раньше просто к этому проще относились. Вот то, что я в самом начале показала, это как раз был такой, знаете, переходный момент, когда уже не хотелось раскрашивать просто фломастерами, хотелось уже что-то еще новенькое, но только все пробовала. Ну и как и многие, цепляла в магазине все, что только можно. Какие угодно карандаши, все пробовала. Ну, потому что, как казалось, ну, карандаши и карандаши, какая разница? Потом уже начинаешь понимать, что какие-то бледные, у каких-то еще есть недостатки. Когда там стала уже слышать про светостойкость, тоже сначала думаешь, да ладно, какая разница, это ж не картинка в рамочке на стене. Потом
наступает понимание, что да, что-то может выцветать. Вот это тоже одно из каких-то первых иллюстраций. А здесь я использовала акварель и карандаши, наверное, Ашан или Fix Price, но видите, здесь уже все ярко. Я уже использовала и блендер, и салфетку бумажную, перламутровая акварель Луч, гелевые ручки Краун. Ну, то есть видно, как меняются иллюстрации. Сейчас уж я вообще прихожу к выводу, что, допустим, есть дешевые карандаши, но которые нравятся, и которые, возможно, я буду покупать и дальше. И плюс надо какие-то хорошие иметь, пусть и поштучно. Потому как очень обидно, когда начинаешь пролистывать раскраску, видишь, что, в принципе, работа хорошая, но что-то стало более бледное, ну и тому подобное. Вот эта курица меня, конечно, очень удивляет и напрягает. Это как бы задумка автора или же, не знаю, косяк такой. Вот еще одна маркерная иллюстрация с фламинго. В общем-то, хорошо получилось. Я не знаю, может, и стоит здесь маркерами красить. Вот с обратной стороны вообще, мне кажется, классно. Не, ну правда, очень так необычно за счет еще того, что, понятно, на контуры я, наверное, не заходила. Вот такие расстояния получаются. Это здорово. Необычно очень. А вот это тоже одна из первых. Ну, это сразу понятно. И, возможно, даже ее я немножко переделаю, потому как, допустим, зверюшек я по-прежнему не умею прорисовывать, там шерстку, еще что-то, но хотя бы посредством той же самой масляной пастели можно что-то раскрасить поинтереснее, ну и сами листочки. Возможно, просто пройдусь блендером, чтобы что-то сгладить, может быть, если не получится, то заново где-то что-то перекрашу, потому что, ну, с одной стороны, это память, а с другой стороны, если можно сделать лучше. Почему я говорю, возможно, блендером, а возможно, заново перекрасить? Потому что, вот, например, монделузы, да, акварельные, вот если наносишь карандаш, да, на бумагу, вот если сразу не размыло, прошло там несколько часов или тем более сутки, они размываются гораздо хуже. Может быть, это, кстати, еще зависит и от влажности воздуха, еще от чего-то, я не знаю, но вот так и есть. Поэтому не факт, что спустя год-два эти карандаши можно будет как-то блендером сгладить. Но это все не точно, это надо пробовать. Здесь акварель. Тут тоже акварель перламутровая, в том числе луч, гелевые ручки. Прикольно все блестит здесь, и иллюстрация яркая по-прежнему. Вот. На камеру вот кольцевая лампа даже забивает этот блеск, точнее не блеск забивает, а там сам рисунок, вот всякие тут моменты. А так, наоборот, уходит блеск. А в жизни это еще интереснее смотрится. Вот это тоже где-то я в самом-самом начале раскрашивала. Может быть, здесь что-то затемню, добавлю, ну, чтобы хоть чуть-чуть, знаете, так пообъемнее было. Это масляная пастель. Здесь мне очень нравится, как получилось. Хотя и простенько. А тут акварель обычная и перламутровая. Вот, ну, та, что обычная, это, скорее всего, гамма в кюветках. Мне так кажется. Ну, наверное. Вот такие милахи. Здесь тоже такой же наборчик акварели.
На самом деле здесь много раскрашенных иллюстраций, но много чего и не раскрашенного. Вот это мне нравится. Я не помню, но мне кажется, что мне это почему-то далось немножко сложновато. Но в целом получилось нормально. Но это уже вот потом, когда появилось много уже хороших красок и тому подобное. Вот это тоже нравится. Но это, скорее всего, вот Vista Artista, это перламутровая луч. Обилие всего вот этого пугает, но на выходе получается классно. Вот это одна из моих любимых иллюстраций. Ну, здесь акварель. И мне очень нравится, как получилось. Я здесь довольна. Да, пожалуй, я уже начинаю скучать по этой раскраске так потихонечку. И думаю, что нужно будет, если не в следующем месяце, то, в общем, ну, в ближайшее в какое-то время вернуться к раскрашиванию. Мне кажется, что как-то я хотела вот это раскрасить. Здесь, по всей вероятности, я тестировала что-то, потому что я сейчас не забрасываю иллюстрации. Так, ну и вроде бы все, да. Это все, что здесь раскрашено. Если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что впереди много интересного. Заходите в Инстаграм 3 рыжие 3 8. Я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Пока-пока.